Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов на Яндекс.Дзен. Подписываемся, чтобы не пропустить новое видео. А сегодня из Анны 16 очень тоненькие хлопковые ниточки хорошего качества. Я предлагаю связать берет. Где можно купить эту пряжу, я напишу. Интернет-магазин пряжи. Ссылочка будет обязательно в описании. И если вы напишите промокод Ангелина 22, у вас будет еще и скидочка на пряжу. А я предлагаю связать вот такую красоту. Берет летний ажурный. Схему мне предоставили и попросили связать мои подписчицы ВКонтакте. Предлагаю посмотреть и связать. Сегодня продолжаем летнюю тему. Ниточки вот такого плана. Анна 16. Покупала в магазине пряжи. Вот так вот значок этот выглядит. Интернет-магазин продажи пряжи. Ссылочку оставлю в описании, где можно купить. У меня есть вот такая замечательная схема. Выглядит берет наш вот таким образом. Мы начинаем вязание с 10 воздушных петель. 1, 2, 3. И потом наша задача, я вот написала, 10 воздушных петель набираем, а потом 14 столбиков с одним накидом и с одной воздушной петлей. В круг из 10 воздушных петель мы провязали 14 столбиков с одним накидом, и между ними одна воздушная петля. Заканчиваем вязание, присоединяемся в третью воздушную петельку, вот таким образом. Теперь задача такого плана. Надо провязать столько же столбиков, но между ними сделать 2 воздушные петельки. В каждую воздушную петельку, смотрите, переходим соединительным столбиком в то место, где воздушная петля, вяжем 1, 2, 3, это столбик, и 2 воздушные петельки. Между столбиками вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки. И продолжаем по кругу. Довязываем третий ряд, 2 воздушные петли, присоединяемся в третью воздушную петельку. Вот. Идем дальше. Теперь опять соединительным столбиком мы возвращаемся в воздушную арочку, вяжем 3 воздушные петли, это первый столбик, второй столбик и третий. Теперь наша задача провязать в каждую воздушную арочку из 2 воздушных петель 3 столбика. Между столбиками воздушных петель нет, просто вот так 3 столбика всего лишь. Провязали столбики с одним накидом, с соединительным столбиком присоединяемся. Теперь задача такова: нам нужно провязать 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Внизу пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. С соединительным столбиком соединяемся и опять вяжем 13 воздушных петель. На схеме это выглядит вот таким образом. Вот у нас пошли арочки. Провязываем. И потом наша задача провязать 20 столбиков без накида на каждую арочку. Это у нас получается с вами вот такой вот первоначальный узор. Вот такие арочки должны получиться, и мы их обвязываем столбиками без накида. Присоединяемся в самое начало. Теперь смотрите, тут идет переход. Соединительными столбиками мы проходим 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков прошли, 6 столбиков. В 7 мы уже с вами начинаем вязать. 1, 2, 3. Это столбик с одним накидом. Второй столбик. Третий. 2 воздушные петельки. И еще 3 столбика. 1, 2, 3. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И опять отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 столбик провязываем
точно такой же узор, который я вам сейчас показала. 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика. Наша задача провязать этот узор по всему кругу. Как выглядит схема, я вам сейчас покажу. Вот так вот вяжем. Схема, смотрите, вот такими соединительными столбиками мы переходим и вяжем узор. Вот такой уже у нас получается красивый узорчик. Уже такая интересная идея. Присоединяемся в наш первый столбик и опять соединительными столбиками переходим в центр, там, где у нас воздушные арочки. Таким вот образом в центр и вяжем точно такой же узор, как мы сейчас вязали. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки, а даже 3, девочки, извиняюсь, и еще 3 столбика. 1, 2, 3. И не 6 воздушных петель, а 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь в центр уже, там, где у нас воздушная арочка, вяжем точно такой же узор. Вот так вот. На схеме это выглядит вот таким образом. Столбики и дальше. А уже в следующем ряду мы будем все эти 3 арочки воздушные соединять в единое целое и вязать дальше. Присоединяем нашу воздушную арочку к столбикам. Опять же переходим в центр наших столбиков, там, где воздушные петли. Вот. И провязываем 1, 2, 3, 4 и даже 5 воздушных петель. Потом 2 накида. Наша задача провязать столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами, воздушная петля. Всего должно быть 5 столбиков, но мы с вами свяжем 4, а потом уже, когда будем довязывать, присоединим еще один столбик. Теперь 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и по центру, захватывая 2 воздушные арочки, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, и в центр наша задача провязать 5 столбиков с 2 накидами и с 1 воздушной петлей. И у нас получится вот такой симпатичный узорчик. Схема показывает все это таким образом. Мы провязали первый столбик и соединили. И дальше идем. Довязываем рядочек, 4 воздушные петли. И помните, у нас один столбик недовязанный был. Вот мы его сейчас довяжем, воздушная петля, чтобы оказаться в том месте, в котором мы должны были оказаться. Вот. Теперь, смотрите, мы весь узор связали, и мы делаем только повтор того, что сейчас вязали. Вот мы связали основной узор, теперь мы вяжем. Смотрите, мы вот в этом месте остановились. Мы вяжем 13 воздушных петель, и опять 13 воздушных петель, и опять 13 воздушных петель, обвязка и 3 ряда узора. Все. Вот такой простой у нас с вами узор идет. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мы соединительный столбик делаем в предпоследний столбик. Вот. А в следующую арочку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мы делаем, пропуская первый столбик во второй. Опять 13 воздушных петель и в предпоследний столбик. То есть вот так вот у нас будет складываться широкая арочка и маленькая арочка. Все как по схеме. Одну арочку вяжем над столбиками, одну между, над столбиками и между.
Потом также мы переходим в 6 столбиков с соединительным столбиком и вяжем наш 3 узора. И дальше идет только повтор на ту длину, высоту, которую вы хотите. Обычно берет вяжется 25 сантиметров, но на усмотрение. И потом сделаем кантик, сделаем обвязочку, а пока вяжем повтор. Что получается? Мы вяжем раппорт узора 4 рядочка, арочку и потом 1, 2, 3 веера, да? Опять арочка, которую мы вязали и над арочкой, и между. Таким образом я связала 2 раппорта. После того, как наш берет уже увеличился до 25 сантиметров, уже нужно как-то его уменьшать. Каким образом я это сделала? Я начала вот эти арочки вязать от узора до узора. То есть не так чистила между узорами и в узора, а уже между. И сделала, смотрите, каким образом. По центру веерочка. По центру веерочка. Добавила еще пико в последнюю обвязку. И по центру, с одного до другого центра, начала вязать. И еще сделала уменьшение. Провязывала между веерочками 3 воздушные петли. 3 и вот соединила. Теперь смотрите, каким образом я хочу связать последний рядочек. Просто-напросто, когда мы довязали, вот так вот, да? Как дойти до центра узора, я соединительными столбиками вот так вот перехожу, чтобы оказаться в центре узора и с него начинать вот в самое пико. Вот. И мы с вами вязали по 13 воздушных петель, а теперь это у меня будет последний раппорт, потому что уже берет практически связан, и как его уменьшать. Было 13, я предлагаю связать 6, поделить пополам, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот, и соединить с центральным пико. Вот такая будет у меня арочка, небольшая, то есть нам нужно все это соединить и сделать небольшое уменьшение. Поэтому 2 раппорта узора мы вяжем как по схеме. Схема у меня есть, я ее обязательно покажу. 3 раппорт мы уже начинаем уменьшение с одного до другого. И последний раппорт прям хорошо уменьшаем. 6 воздушных петель. Наша задача 6 воздушных петель провязать. Я провязала сначала 6 воздушных петель, это оказалось мало, поэтому пришлось распустить, провязать по 8. И теперь сделать уже завершение, связать кантик. Но если вы хотите поглубже берет, тогда мы просто-напросто провязываем точно такой же раппорт 13 воздушных петель и повторяем узор поглубже. Если вы решили, что уже все, уже вам нужен кантик, уже берет законченный, тогда провязали по 8 воздушных петель от узора к узору и просто-напросто 2 воздушные петли, просто-напросто вяжем полустолбики, либо 8, либо 7, здесь нужно мерить по объему. Если вам нужно сократить немножечко, вяжем 7 полустолбиков. Если объем хороший и вам ничего уменьшать не нужно, вяжем 8. 3-4 рядочка просто полустолбики для кантика. И все. И берет будет готов. То есть мы с вами разобрали 4 узора, которые 4 рядочка. 1, 2, 3, 4. Вот. И делали постоянный раппорт. Один раз я только сделала арочки на узоре и между узором, а потом вполне уже размер мы сделали увеличение, больше увеличивать не надо, можно связать между узорчиками воздушные петельки. 1-2 повторить и сделать уменьшение, как я. Провязала рядочка 3 полустолбиками и последний ряд столбики без накида сделала пико. Что такое пико? Для тех, кто не знает, я уверена, что вы все знаете, все умеете. Ну так, на всякий случай.
провязываю 5 столбиков без накида, а в шестом я провязываю столбик без накида, 1, 2, 3 воздушные петли и самый первый столбик вот так вот объединяю. Все, мое вязание закончено. У меня получился берет на детский размер больше. Не такой глубокий. Может быть, знаете, шапочка берет. Для того, чтобы берет был глубоким, повторяем буквально еще один раппорт. Не надо много. И уже будет тогда глубокий взрослый берет. Вот такого плана. Достаточно симпатичный, как вы считаете. Расход у меня ушло 100 грамм. Если будет чуть более объемным, значит грамм 150 приготовьте. Вот. Такой вот летний вариант шапочки берета, кто как это назовет. Но все связано, все готово, схема есть. Вяжется совсем несложно. Вот такая красивая ажурная красота. Повторюсь. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео МК будет вам полезным. Обязательно свяжите, порадуйтесь. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, пока это платформа, которая работает хорошо. Яндекс.Дзен, Рутюб, Контакт, Телеграм, Одноклассники. И до новых встреч!